Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пане Романе, маємо доволі цікаві заяви зі Сполучених Штатів Америки, я б сказав, навіть провокаційні. Бен Ходжес, це американський генерал у відставці, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки, запевнив, що США не допомагають Збройним силам України перемогти і не ставлять перемогу України в війні проти РФ як ціль. І тут він роз'яснив, що Білий дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги України, а перешкоджає цьому надмірний страх перед погрозами РФ використати ядерну зброю. От хочемо почути вашу аналітику стосовно таких заяв і таких меседжів, які лунають, зокрема, і в Сполучених Штатах Америки. І от якщо говорити от в контексті цієї логіки, то про яке закінчення війни тут говорить Бен Ходжес? Ну, военный прямолинейно, конкретно показывает политикам, своим политикам, опять он не имеет в виду Соединенные Штаты как народ или как Конгресс, допустим, он конкретно показывает пальцем на Белый дом, на ту администрацию, которая руководит сейчас Белым домом, а значит руководит внешней политикой Соединенных Штатов. О том, что поддержка Украины, она должна иметь какую-то конечную цель, а не процесс как таковой. Так вот, то, что касается действий администрации Байдена на данный момент, они поддерживают процесс, а не видя или не ставя задачи уничтожения российской армии, восстановления на нашей территории, восстановления независимости, государственной целостности, выхода на госграницы, восстановления суверенитета страны. То есть этого и даже военные не видят, но показывают, что это должно быть целью. А для достижения этой цели нужно достаточное количество боеприпасов, естественно, с разрешением их использовать по военным объектам Российской Федерации, где бы они ни находились. Это не касается только даже России, не говоря уже об оккупированной территории Украины. Это касается любого военного объекта, где бы он ни находился. Мы имеем право, согласно международным конвенциям, законам, уничтожать любой военный объект России, хоть под Аляской, хоть во Владивостоке, это не важно. То есть, но для этого нам не должны связывать руки. Уже Ходжес об этом говорит. Это, кстати, очень хороший сигнал, когда уже военные начинают, ну, мягко так сказать, наезжать на своих политиков. В конце концов, вы либо воюете, либо просто тогда уйдите, пусть другие политики зайдут и будут воевать. Вот тогда, кстати, это очень хороший сценарий, именно такой. Эта команда, байденовская команда, она уже воевать не будет. Они за 10 лет, по крайней мере, нашей войны против России 2014 года, они это доказали. Они будут поддерживать процесс, не давая возможности нам победить, не давая возможности вернуть наши территории. А у нас не так много вооруженных сил, у нас не так много времени, у нас не так много возможностей для того, чтобы десятилетиями, так сказать, проводить такого рода действия. Ну, я думаю, как раз в этом смысле вопрос будет решен после ухода этой команды, а это уже практически решенный вопрос ухода этой команды з політичного Олімпа Білого дому. Пане Романе, поки нам не дозволяють бити зброєю західного зразка по території країни-агресорки, тим часом солдати Легіону Свободи Росії здійснюють диверсійну операцію на території Росії. В результаті було спалено кілька одиниць військової техніки. Бійці виконали диверсію в Пермському краї. Техніка знаходилася на території військового аеродрому. Ми розуміємо, що це не близько до кордону. Пермський край – це доволі далеко за Москвою. Наскільки є більш загальне запитання, ви сьогодні згадували і Урал, наскільки є складним в плані підготовки такі диверсійні операції в тилу ворога, якщо тут говорити і окремо як про Легіон Свободи Росії, якщо це аеродром, то чи варто очікувати окупантів, що наступного разу загориться їх і літак військовий? Все зависит от того, откуда производится атака как таковая, с заходом или без, то есть используются группы на территории страны или заходит за нитку, допустим, группа. У нас некоторые группы проходили 600 километров, гуровские группы, вот, одна из них на отходе потеряла командира, есть такая беда, как раз уничтожали аэродром.
вернее, не аэродром, а летную технику на аэродроме. То есть такие очень опасные задачи, которые выполняют некоторые представители, в том числе и Российской Федерации. Единственное, что немножко коробит название «Свобода России», все, что связано с Россией. Вот была бы эта группа уничтожения России, вопросов нет, не было бы. У нас дело в том, что пока будет Россия, неважно, будет она свободная, она будет не свободная. Сейчас она свободная, а потом не свободная. Приходит какой-нибудь очередной Путин, и пока есть Российская империя, пока есть Россия как таковая, для нас это большая проблема. Причем эта проблема выражается в сотнях тысяч наших жизней, которые мы теряем, когда какой-нибудь очередной, мягко скажем, не человек, не знаю, как его можно назвать, этого Путина и того, кто стоит рядом и разворачивает боевые действия, причем поддерживаемые 2/3 населения этой России, этой самой России. Потому для нас важно не свобода России, а уничтожение России. Вот этим легионам надо просто переназваться. Это как минимум для того, чтобы нас не коробило, потому что в каждой семье беда, в каждой семье украинцев беда, и эта беда, это россияне, это Россия. Любое обозначение этой территории, республики, неважно, империи, как угодно, вызывает идиосинкразию, такая внутренняя боль, она уже въелась в нервы каждого украинца. Потому если и помогают нам кто-то в России, так не за Россию, а за Ичкерию, за Ингушетию, за Дагестан, за Татарстан, за Бурятию, за Якутию. Вот за это еще понятно. А вот за Россию не надо. У нас задача ее разрушить, а не освободить. Тепер, пане Романе, від російських літаків, які ми активно знищуємо, давайте перейдемо до наших, які ми незабаром отримаємо. Про F-16 давайте поговоримо. Один з депутатів, який ознайомлений з процесом передачі F-16 в Україну, запевнив, що Україні обіцяли вдвічі більше F-16, ніж готували пілоти. Тепер наше слабке місце не літаки, а люди, пілоти, очевидно. Чи дійсно є така проблема, на вашу думку, і наскільки в нас дійсно вистачає ресурсу пілотів, які готові літати на західній техніці? Пока воздушные силы возглавляет не летчик, а ПВОшник, пока они не будут знать о летчиках. Это разные направления, это разные роды и виды войск, абсолютно разные. Их соединили в 2004 году. Причем на данный момент как раз с очень плохой системой управления. ПВО руководит летным истребителями и летчиками как таковыми. Так они не знают летчиков. Мы же недавно слышали некоторых представителей воздушных сил, которые не знали летный состав. Так вот, пока они будут руководить, они не будут знать летчиков. А естественно, летный состав, летчики не будут знать эти воздушные силы. Надо восстанавливать военно-воздушные силы, ставить командующего истребителя. Оптимальный вариант — это вообще летчика, который на F-16 уже будет выполнять боевые задачи. Командующим вводить его в Генштаб для того, чтобы он участвовал, или, по крайней мере, целый вид, новый вид военно-воздушных сил участвовал в стратегическом планировании. Вот только тогда летчики потянутся в авиацию. До этих пор, пока ПВОшники будут руководить, летчики, мягко так скажем, найдут причины, как не попасть под руководство ПВОшников. А вот дальше уже решать вопросы военно-политическому руководству. Восстанавливать военно-воздушные силы, исправлять эту системную ошибку, которая была, или как ошибка, то есть в качестве, допустим, недомыслия, скудоумия, не дай бог, злого умысла, хотя это тоже нельзя исключать. В 2004 году это могла быть диверсионная операция такая, которая развалила военно-воздушные силы.